Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре долгожданный гость, модель, носить которую можно в том числе и старым добрым прямым способом. Я говорю о наушниках BGVP P05. При этом настроили их практически идеально по Harman 2019 года, динамик установили с применением керамики и посредством целой системы из фильтров позволили нам отдельно корректировать как низкие, так и высокие частоты. И это при ценнике всего в $45 США. Звучат они тоже серьезно, наверное, ближе к аналитике, так что будет о чем подробно поговорить. Собственно, друзья, поехали! Пришла модель средней по габаритам коробки с изображением героев обзора, логотипом пройденной HRS аудиосертификации и подробным перечнем их технических характеристик, откуда мы узнаем, что в наушниках используется 10-миллиметровый динамический драйвер из полиуретана и керамики, импеданс которого равен 34 Ома при чувствительности в 105 дБ. В комплект нам положили конверт с документацией, плотный матерчатый бокс, 2 пары сменных фильтров, пенки, а также 2 набора силиконовых амбушюр, одни из которых сильно напоминают мною любимые КБ-07. Но, конечно же, это не они. Кабель на вид скромный, эдакая лапша в прозрачной оплетке. Для большинства сценариев он, естественно, годится, однако сопротивление в полома на каждой из жил совсем не добавляет оптимизма. Корпус у чашечек выглядит как эдакий бочонок из авиационного алюминия с небольшим отверстием для компенсации и довольно качественными MMCX-коннекторами. Но главное не в этом. Важно, что сзади тут располагается накручивающийся фильтр, позволяющий регулировать количество низких частот, а спереди одновременно являющийся звуководом второй фильтр, дающий возможность сгладить и слегка приподнять верха. То есть у нас по факту целых 4 варианта настройки, а не 2, как пишут на сайте. Смотрится это неплохо, посадка в любом варианте удобная, да и стоковые амбушюры здесь высочайшего качества. Вот так, друзья, это все и выглядит. Или можно даже вот так. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,13%, что практически чудо. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, причем вообще без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 6,5 или 10 дБ с правильным заходом на середину, аналогично максимальному значению баса выделения области разборчивости, небольшой акцент, имитирующий наличие ушной раковины, и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего идет солидная такая компенсационная яма, она же отвечает за глубину сцены, и 2 акцента на 14 и 18 кГц, чтобы, так сказать, добавить воздуха и дать раскрыться разнообразным резонансом. В сравнении с Симгод EM6L у нас, как видите, чуть меньше баса, но зато богаче верха. На KZ-Dify графики похожи чуть даже больше, за исключением пика на самом верху. Добавить нечего, у нас очередной представитель хармановской настройки 2019 года. Серебряными звуководами можно, конечно, и чуток добавить экспрессии, но кардинально, увы, ничего не изменится.
А относительно подачи же мы имеем довольно нейтральный тон с присущей ему ощутимой сухостью, строгостью и сдержанной выразительностью. Погоняв их примерно полчаса, все вроде как встает на свои места, однако на фоне Симгот EM6L или тех же Rapga Bridge звук не такой сочный, естественный и эмоционально окрашенный. Еще раз подчеркну, что замена фильтров чуть улучшает ситуацию, но не настолько, чтобы было о чем говорить. Модель, видимо, создана с прицелом на профессиональный мониторинг или для какой-то невероятно скрупулезной оценки материала. Ничего против этого я, естественно, не имею, но вот прямо ворваться в звук с ними не такая уж и простая задача. Слишком они спокойные и, так сказать, отстраненные. Впрочем, каким-нибудь придирчивым металлистам, ценителям рока или же агрессивной электроники такое вполне может понравиться. А вот любителям всего максимально живого и эмоционального, скорее всего, нет. С другой стороны, бас здесь текстурный, собранный, с неплохой глубиной и отличным ударом. Приятно приподнята нижняя середина, вокал не выдвигается прямо в лицо, а у середины достаточно веса и чувствуется небольшое такое аналоговое смягчение. Еще в плюсы вынесу прекрасную разборчивость, отличную макродинамику и превосходное разделение инструментов. Ну и как не отметить абсолютно безопасные, тоже плотненькие такие, верха. То есть, если брать по отдельности, практически наушники мечты. Баланс, если рассматривать конфигурацию с серебряными фильтрами, выдержан просто чудесно. Ничего не ярчит, не режет и не гудит. Переходов между излучателями никаких нет. Слушай, как говорится, да получай удовольствие. Но лично на мой вкус слишком уж тут все правильно, пресно, сглажено и как-то спокойно, без выраженной экспрессии, драйва, да и вообще хоть каких-то подчеркнутых эмоций. Да, я соглашусь, технически наушники прекрасны, к тому же их можно носить прямой посадкой. Однако рекомендовать я их могу лишь профессионалам в области звука, например, для мониторинга, и людям, которые им, так сказать, сочувствуют. Музыка же в них, к сожалению, почти не трогает, а следовательно, для большинства меломанов это не будет каким-то особо интересным опытом. Данные наушники, очевидно, созданы для работы, ну или людей с соответствующей профессиональной деформацией. В передаче сложной оркестровой музыки я бы тоже не сказал, что модель имеет какие-то особенные возможности относительно прорисовки сцены в глубину. Да, неплохо, но не более того. Впрочем, при цене в $45 требовать чего-то большего было бы, наверное, уже чересчур. Суммарно, довольно любопытные в своем сегменте наушники со строгим таким серьезным звучанием и хорошим уклоном в мониторинг. Металлистам, рокерам, а также некоторым любителям электроники такое вполне может понравиться. Для живой же музыки я бы посмотрел на те же Симгот EM6L. Интересная, конечно, получилась новинка, отличная с точки зрения скорости разделения атак, но без особого уклона в разрешение, тембральной яркости, насыщенности и того самого вовлечения в материал. Больше всего это похоже, если полагаться на мою память, на Янин Аладдин. Я лично люблю совершенно другое. Итогом динамические наушники BGVP P05 неплохо выглядят. Носить их можно в том числе прямой посадкой. Настройка сделана почти идеально под Harman. Есть целых 4 варианта ее коррекции. Неплохие насадки в комплекте. И что куда важнее, действительно серьезное, сдержанное звучание с превосходным уровнем техничности, хорошими атаками и прекрасным разделением инструментов. Для тяжелой или любой другой агрессивной музыки, а также профессионального использования, это то, что доктор прописал. А вот с точки зрения эмоциональности, построения сцены в глубину, насыщенности, экспрессии и уровня прорисовки деталей, решение оказалось примерно на свои деньги.
Совсем не то, что я люблю, но монтировать ролики или мониторить аудиотрак на стриме я бы в них, конечно, не отказался. Для этих целей они просто превосходны. Но от источника они требуют хороший такой уровень усиления. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники BGUP P05. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!